этом видео проведу эксперимент по заливке подоконника цементной штукатуркой с плиточным клеем, керамзитом и железной сеткой. Помещение ванная комната, специально материалы не покупал, все буду делать из остатков. Вот такой подоконник остался после установки окна. Чтобы смесь не растеклась, прикрутил кусок листа гипсокартона. Для смеси использую самый дешевый керамзит, фракции от 0 до 5. Древний плиточный клей от старателей на цементной основе, ему примерно лет 15. Остатки с этого мешка и еще 5-килограммовая пачка тех же годов выпуска. Цементная штукатурка Волма Акваслой ручного нанесения легкая, основание не грунтовало. Толщина до низа рамы 8-11 см. Все залить не хватит, да и нет такой задачи. Смешиваем ингредиенты из расчета 3 ведра смеси, да больше не выйдет. Всего в наличии 10-15 кг штукатурки, 10 кг плиточного клея, керамзит 2-3 ковшика на ведро, примерно 1/4 часть ведра. Клей и штукатурка 1 к 1. Перемешиваю строительным миксером. Для объема и связки подсыпаю керамзит. Жду 5 минут и снова перемешиваю. Вот такая адская смесь получилась. Выливаем первое ведро, равномерно распределяя состав. Сверху укладываю железную сетку. Ее предварительно покрасил краской по ржавчине. Далее второе ведро, второй слой смеси. И третье, последнее ведро. До верха бортика не хватило раствора. Выравниваю на глаз шпателем. Над батареей через пару часов появились следы высыхания в виде темного пятна. Пришлось в срочном порядке отключить батарею и обильно смочить поверхность. После этого накрыл стяжку обычными пакетами из магазина, чтобы влага не могла быстро покидать стяжку и высыхание происходило равномерно. Даже после отключения батареи в квартире было жарко и сухо, поэтому каждый день в течение недели смачивал подоконник. Спустя неделю снял пленку и открутил кусок гипсокартона. Он легко снялся при помощи шпателя, который надо было просовывать между цементом и гипсом. Выполнил при помощи правила подрезку в уровень. Можно было и не выравнивать, а потом уже замешать раствор и им равнять. Пленкой снова накрыл, и месяц стяжка постепенно сохла под пленкой. Прошло более 40 дней, поверхность не стала стеклянной и легко царапаться шпателем. Но и не рыхлая, при желании можно выдолбить уступы без особых усилий перфоратором. В бетон не превратился. По уровню получилось довольно-таки ровно. Здесь будет устанавливаться столешница и монтироваться короб, а стяжка как черновая база. Правилом на просвет тоже более-менее ровно, без больших ям и бугров. Шпаклевкой легко можно довести до идеальной плоскости. Итоговая толщина получилась 60-70 мм. Трещин избежать не удалось, они появились после полного отключения отопления в доме и резких перепадов температуры на улице и в квартире соответственно. Кроме того, дом старый довоенный, 1936 года постройки, наружные стены и несущие сделаны из красного кирпича вперемешку с белым в некоторых местах. Межэтажные перегородки деревянные, из брусков и бревен.
Трещины заметил только когда снял на видео с увеличением и на большом экране. Пока их две на всю ширину подоконника. По расположению они в начале и в конце батареи. Если не приглядываться, то их можно и не заметить. Вот такой эксперимент по созданию подоконника из того, что было. Себестоимость материалов и работы, если делаешь сам, 200 рублей, не больше. Поверхность готова для финишной отделки. Пишите в комментариях свое мнение.